Привет, друзья! С вами Лена Бик. Сегодня я собрала 4 клиентов и, несмотря на это, подготовила для вас вот такую прическу. Она текстурная, но вы сможете сделать ее за 15 минут, если сделаете вот эти части гладкими. А здесь быстрая ракушка, делается в один оборот. Смотрите дальше и узнаете, как. Для начала мы приступим к делению. Как обычно, отделяю от уха до уха и на задней части примерно 3 см по бокам. У меня остается часть волос посередине, она должна быть шире, и я делю ее на 2 зоны. Это у меня будет 2 хвоста. Постарайтесь сделать их примерно одинаковыми по объему. Собираю первый хвост эластичной резинкой. Туго затяните его, чтобы он не сползал вниз. И второй хвост также собираю плотненько. Расстояние между ними примерно 5-6 сантиметров. Но не делайте слишком огромным расстоянием, будет неудобно. Оставляю челку. Оформляю зону у лица. Наношу немного лака на заднюю часть волос. Прочесываю хорошо эту прядь. Она широкая, но не переживайте, у вас все получится. Главное не забыть почистить ее с воском. Распылила воск и прочесываю гладенько все верхние слои. Делаю легкий оборот, прислоняю, могу поставить на шпильку. Если вам так удобнее, то закрепите шпилькой. Начинаю вытягивать легкую текстуру. Смотрите, чтобы она была тонкая. Самая главная ошибка всех начинающих мастеров, когда они вытягивают толстую текстуру, она смотрится очень грубо и тяжело. Так что потренируйтесь и научитесь вытягивать тоненькие прядки. Смотрите, вот здесь у меня пошла грязь, поэтому я безжалостно убираю шпильку и вытягиваю другую прядку. Расчесала и вытянула. В этом нет ничего страшного. Так что, как вы видите, даже у меня иногда получается не все красиво и гладко с первого раза. Самое главное знать, как это исправить и не бояться. Сразу фиксирую лаком. Смотрите, как они стоят уже, потому что лак сильной фиксации. Он сразу схватывает их. И обратите внимание, я не ставлю шпильки, как это вы можете увидеть в Instagram на разных роликах, где штук 10, наверное, шпилек в этом месте. Мне просто они не нужны. Я вытягиваю и сразу фиксирую, так что никакая поддержка в виде шпилек мне не потребуется. Теперь перехожу на височно-боковую зону. Я также распыляю воск. И смотрите, как растягиваю. Растягиваю широко. Фиксирую шпилькой временно, потому что я хочу еще вытянуть несколько текстурных прядок. Как я вытянула, и сразу фиксирую. Беру следующую прядь. Оставляю несколько волосинок в зоне у лица, чтобы в самом конце их красиво оформить. Беру следующую прядку, снова воск, расчесала ее. Видите, как она блестит красиво? Это все воск. Ну и, конечно же, здоровые волосы, без секущихся кончиков. Иногда еще вам попадаются такие модели с волосами, которые разной длины, еще и секутся кончики. Тогда любая прическа кажется ужасной. Но ее можно как-то исправить, сделать получше, если вы используете воск. Особенно тот, который на масляной основе. Redken, например. Он хорошо склеивает все кончики, и прическа не выглядит такой уж, знаете, небрежной, некрасивой, торчащей. Она такая более лаконичная, гладкая. Все кончики склеенные. Только не переборщите с воском, иначе можете получить эффект грязных волос.
Завершающая прядь. С другой стороны точно так же, поэтому я не стала тратить ваше время снимать. Абсолютно то же самое. И когда я сделала височно-боковые зоны, я собираю все волосы в хвост. Также эластичной резинкой. Собирайте туго, чтобы когда вы потянули, у вас височно-боковые зоны оставались на своих местах. Делаю начес всего хвоста, то что есть, за исключением прядки, которую я оставила для финиша, примерно 2 сантиметра прядь по объемчику. Вы скоро увидите, зачем я ее оставила. А всю копну волос я заматываю в виде шаурмы, если хотите, и фиксирую пока временно спицей. А снизу уже фиксирую шпилькой, чтобы она у меня плотно оставалась зафиксированной и на месте. Вот так. И следите за формой. Она должна напоминать идеальную форму ракушки. А вот, кстати, те прядки, о которых я вам говорила. Я делю эту прядь на 2. Хочу сделать 2 жгута. Это по вашему желанию. Если не хотите, то вообще можете не оставлять. Также все замотать в ракушку. Я решила оставить, добавить немного изюминки, поэтому я делаю жгутик. Это первый жгутик. Доплетаю до конца и начинаю его забрасывать на ракушку вокруг. И фиксирую. Также фиксирую шпилькой плотно к основанию, чтобы он у меня не выпал случайно. И также кончик обязательно, а кончик уже могу невидимкой, прямо под ракушку, плотно. Вот у меня второй жгутик, я нанесла лак и прогладила, чтобы все волоски были гладкими. И смотрите, поверх второго также фиксирую шпилькой. Еще раз повторяю, вы можете этого не делать. Это просто я так решила скреативить. Напишите в комментариях, как вам такой вариант. Понравился или лучше было бы без жгутов, как вы считаете? Или я слишком много всего добавила? Я буду ждать ваши ответы. Также фиксирую снизу. Хорошо, проверьте, чтобы ничего не выпадывало. На всякий случай еще раз шпилькой. И у меня остались прядки, которые возле шеи. Я беру утюжок и просто закручиваю легким движением. Смотрите, не делайте пружинки, лучше пусть она будет такая полуразвалившаяся. И вот наш результат. Ставьте лайк, Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. потому что я выпускаю 2 ролика в неделю специально для вас. И также вы можете написать в комментарии прическу, которую хотели бы от меня увидеть. Пока-пока!